Такие вопиющие случаи, какой мы видели недавно в Ибино, даже нам попадаются нечасто. И очень хотелось бы предостеречь будущих клиентов санитарных служб, любых санитарных служб, от попадания в похожие ситуации. А суть вот в чем. В квартире находится обычный сильно зараженный диван. В нем много клопов, просто уйма клопов. И имеются большие скопления этих клопов прямо на наружной обивке дивана. Их здесь, видимо, никто не видел и никто целенаправленно не уничтожал. Эти скопления насекомых не просто видны невооруженным глазом, они прямо бросаются в глаза при осмотре дивана. Ну, при условии, конечно, что диван отодвинут от стены. Клопы сидят прямо на наружной обивке, прямо на стенке дивана, на той стороне его, которой он повернут к стене. Так, казалось бы, ничего необычного, да? Таких заклопленных диванов дезинсекторы видят по 10-12 штук каждую неделю. Страшно здесь то, что неделю назад в этой комнате из этого дивана клопов уже выводил якобы дезинсектор из другой службы. И вот такой результат работы мы увидели через неделю после травли. Вы только вдумайтесь, человек, который называет себя специалистом-дезинсектором, который берет деньги за уничтожение клопов и обещает какой-то результат в борьбе с клопами, скорее всего, даже гарантирует, что уничтожит клопов, вот он оставляет после себя в квартире вот такое количество живых и, судя по всему, нетронутых и даже не испуганных клопов. И даже это еще не все. Когда клиентка делала заказ в Дизайн-Сити, она рассказала всю историю. Она вызвала якобы дезинсектора, рекламу которого нашла в интернете. А по телефону он обещал ей, что обработка будет стоить 1500 рублей. А когда приехал на место, началась обычная песня. Ситуация у вас тяжелая, полутора тысячами тут не обойтись. И чтобы сработать наверняка, нужно ставить шашки. И за эти шашки он взял заказчицы, внимание, 16 тысяч рублей. За 4 шашки. По 4000 за шашку. Красная цена которым 250 рублей за штуку в любом интернет-магазине. При том, что эти шашки клопов не травят. Не травят. Он поставил их, поджег, вышел с заказчицей из квартиры, взял свои 16 тысяч и уехал. Заказчица, пожилая, интеллигентная, доверчивая женщина, все сделала, как ее проинструктировал дезинсектор, и выждала 1,5 часа, вернулась в квартиру, проветрила ее, провела влажную уборку здесь. Легла спать и проснулась покусанной. Несколько дней она выждала, но она рассчитывала, что клопы как-то дотравятся, а они не дотравились. Она позвонила этому горе-дезинсектору, а он не взял трубку. Потом еще раз не взял трубку и еще раз. И только после этого она уже позвонила в Дизайн-Сити со слезами и с паникой в голосе. Что особенно поражает в этой ситуации, этот псевдодезинсектор даже не отодвигал диван от стены, он даже не попытался как-то напрямую обработать все скопления клопов, которые находятся на наружной обивке и прямо бросаются в глаза. Заказчик сказал, что он не двигал диван. Когда диван начал двигать Костя из Дизайн-Сити, он явно увидел, что всех этих клопов никто даже не потревожил, эти гнезда даже никто не потрогал. То есть за 16 тысяч рублей мошенник даже не удосужился поискать насекомых, даже не попробовал хотя бы обработать диван, не говоря уже о других конструкциях, тех же плинтусах или стыках линолеума. Тем более он не сделал вывод о том, что при таком заражении диван вообще не поддается обработке и его нужно выкинуть. Проще говоря, это типичный и очень наглядный случай мошенничества. Откровенный обманщик вместо того, чтобы выполнять обещанную работу, обещанную дезинсекцию, просто воспользовался доверием клиентки, обманул ее, продал ей по 16-кратной завышенной цене вообще бесполезные шашки и потом просто перестал выходить на связь. Ну, конечно, Костя женщине помог, диван пришлось выкинуть. Квартиру обработали, клопов там было достаточно много за остальной мебелью и за плинтусами. И их всех потравили, ничего сложного здесь не было. Это такой рядовой случай с сильным заражением. Клопы обычные, нерезистентные к профессиональным препаратам, их уничтожили с первого раза. Вот это все, эта профессиональная обработка стоила 4000 рублей, 4300. И сейчас заказчица спит спокойно, и клопов у нее нет. Она звонила через 3 дня после травли, благодарила Костю. И здесь удивительно и то, что подобные случаи до сих пор происходят, несмотря на то, что подобные аферы хорошо известны. И про такие случаи уже даже по телевизору говорят. Удивительно, что люди на подобные обманы до сих пор попадаются. И смотрите, что нужно делать вам,
чтобы на такие уловки не попадаться. Первое. Сразу гоните в шею дезинсекторов, которые предлагают ставить и поджигать шашки от клопов. Шашками клопы не уничтожаются. Мы испытывали несколько видов шашек в крошечных помещениях в 7-8 квадратных метров. Клопы стояли вот прямо под этими шашками и на расстоянии от них, и прямо под шашками. И ни один из них не погиб спустя несколько часов после того, как шашки полностью прогорали. То есть шашки не уничтожают клопов. Тем более профессиональные дезинсекторы никогда не используют шашки. Если вам предлагают травить клопов шашками, знайте, перед вами мошенник. Второе. Если дезинсектор не двигает, не разбирает диван, не показывает вам такие скопления клопов, но при этом сразу в разы повышает цену, то он, скорее всего, вас обманывает. Повышать цену допустимо, такое может быть оправдано, если после тщательнейшего осмотра в помещении действительно выявляются действительно более сильное заражение, чем предполагалось изначально, на которое дезинсектор рассчитывал изначально. Но при этом в разы цена не повышается. Дезинсектор может предложить комплекс из холодного и горячего тумана, который будет стоить не изначально заявленных там 2000 рублей, как за простую обработку, а 4, там 4500. Дезинсектор может порекомендовать применить в квартире чуть более дорогой препарат, но наценка на него составит от силы там 1000 рублей. В любом случае в 3, 5 или 10 раз цена не вырастет. Если вам ее сразу завышают с 1500 до 16 тысяч, знайте, что вас обманывают. И третье. Не клюйте на низкие цены. Профессионалы никогда не предлагают потравить клопов вот в рекламе за 1000-1200 рублей и не дают рекламу с такими ценами. Если вам по телефону или на сайте обещают вывести клопов с гарантией за 1000 рублей, вот знаете, вам лукавят. Вывести клопов за эти деньги невозможно. У дезинсектора препараты проезд к вам будет стоить больше, не считая его дополнительных расходов. И последнее. Обращайтесь в надежные службы. В такие, которые сами работают давно и у которых годами работает сайт и не меняется телефон, у которых операторы всегда на связи, у которых дезинсекторы не скрывают свои лица и имена, которым вы всегда можете дозвониться и до обработки, и после, которые выдают договора с печатями. Вот службы, которые показывают свою работу и не скрывают ее, которым вообще есть что показать и которым нечего скрывать. Если у дезинсектора, кроме объявления в интернете, ничего нет, ни видео с обработок, ни отзывов, ни фотографий, то подумайте, есть у него вообще опыт успешной работы. Да, у надежной службы обработка будет стоить на 300-400, может быть даже на 1000 рублей дороже, чем обычного мошенника. Вот у Дезинсити стартовая цена на травлю клопов в однокомнатной квартире, в самой простой квартире, в самом простом случае, это 1800 рублей. Этой клиентке в Дубино обещали вывести клопов за 1500, непонятно кто. Поверьте, эта разница в 300 рублей, это значительно меньше, чем выброшенная на ветер 16 тысяч без какого-либо результата. Поэтому обращайтесь в надежную службу, пользуйтесь услугами действительно профессионалов и избавляйтесь от своих клопов за считанные часы.